Приветствую вас, дорогие рукодельницы! Сегодня мы разберем вышивку петля в петлю. Я связала свитер для собачки. И вот здесь и здесь мне еще надо вышить сердце. Они у меня в шахматном порядке. В вышивке петля в петлю нет ничего сложного. Главное помнить один нюанс. На лицевой глади количество рядов не равно количеству петель для квадрата правильной формы. И из вот такого удлиненного сердечка выходит вот такое. То есть учитывайте это, когда создаете какой-то узор или рисунок. И вот, допустим, вы хотите вышить сердце. Нарисовали схематично удлиненный узор и отмечаем по клеточкам наши петли. Вот эти петли, которые входят в узор, я и буду вышивать. Прорисовываем контур. Главное это нам вышить контур, а внутри закрасить уже будет не проблемно. Получается, что у моего сердца должно быть 7 петель и 8 рядов. Первым делом нам надо отметить на лицевой глади расположение сердец. Я отмечаю ряд, в котором должно начинаться мое сердце, и ищу столбец середины сердечка. Вот здесь оно будет. Маркер обозначает нижнюю петлю. Вставляем красную нить в иголку с широким ушком и выводим ее изнутри, прямо в основании той петли, которая у меня идет внизу сердца. Протягиваем нить. Далее смотрим на расположение петли. Нам надо ее обвязать, повторить просто ее контур, ее силуэт. Петля у нас идет справа налево и уходит под 2 стеночки верхней петли. Туда и вводим иглу. Далее в то же место, из которой игла выходила. И в следующую петлю я должна попасть, то есть в основание петли я должна вывести иглу. Протягиваем нить. Поправляем, немножко затягиваем. Сильно не затягивайте, иначе нить убежит. Далее в следующую петлю под обе стеночки верхней и в то же самое место, откуда игла выходила. Далее мне надо снова идти наверх. Протягиваю нить, поправляю. Следующая петля. Просто повторяем расположение нити той петли, которую мы вышиваем. И главное, вышиваем мы на полотне уже после ВТО. Лучше, если нить, которую вы вышиваете, немного толще основной, но точно не тоньше, чтобы вышивка смотрелась красиво, аккуратно, так, будто вы ее ввязывали в процессе. Еще раз вводим иглу в основании той петли, которую мы вышиваем. Я сейчас буду вышивать верхнюю петлю. Повторяем расположение нити под обе стеночки верхней петли и в то же самое место, из которой игла выходила. Главное не запутаться в схеме, потому что распускать такую вышивку проблематично. Либо нудно по одной ниточке, либо все разрезать и постараться не повредить полотно. По моей схеме посередине у меня идет 6 петель. Сейчас я довышью 6-ю петлю, и мне надо уводить иглу слева вверх на 1 петлю. Вот эту петлю я сейчас буду вышивать, то есть в основании ее я вывожу иглу. Главное, чтобы перед глазами была схема, и мы четко имели представление, куда нам идти дальше. В какое место вводить иглу, под основание какой петли. Вводим в основание и обводим как бы петельку. Теперь мне надо спуститься ниже на 1 петлю и вывязать 4 петли вниз. Теперь увожу иглу вправо вниз, спускаясь на 1 петельку
вышиваю ее и еще на одну петлю вниз. Вот контур половины сердца уже готов. И вот здесь я слишком сильно потянула нить, половина петельки спряталась, и мы просто поправляем ее иглой, немного вытягиваем. Я закрасила половину сердца, вышью контур второй половины и затем тоже его закрашу. Как видите, все очень несложно. Конечно, мы могли бы здесь использовать технику жаккард, но главный плюс в том, что, во-первых, изделие лицевой гладью вяжется быстрее, и потом мы только уже начинаем украшать по своему желанию. Когда перед нами готовое изделие, мы уже видим, сколько у нас петель, сколько у нас рядов, и можем все правильно рассчитать. И еще по изнаночной стороне нет протяжек. Сейчас я вам покажу изнанку. Я уже спрятала все кончики. С изнаночной стороны все красиво и аккуратно. В интернете в свободном доступе очень много схем для вышивки. Просто в поисковике вводим схема спицами жаккард сердце, схема спицами жаккард кошка, и вам выдастся огромное количество вариаций различных схем. Спасибо за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео.